Российские пользователи YouTube снова сообщают о масштабных сбоях в работе видеохостинга. Об этом говорят данные сервисов Down Detector и Сбой.РФ. Больше всего на сбои жалуются в Москве, Санкт-Петербурге и Крыму. С вами Нехта. Самые важные и интересные новости на этот час. Россия потеряла контроль над частью территории. В Курской области продолжаются бои и объявлен режим чрезвычайной ситуации. Не могу в это поверить. Бросили умирать на дороге. Как зет-военкоры похоронили, а потом воскресили пропагандиста Поддубного. А какой сейчас план? Оппозиция в изгнании ничего не добьется. Освобожденные российские оппозиционеры раздают интервью в Германии. Это можно только громадным комплексными действиями со всех сторон. Дорогие зрители, я все вижу, вы не поставили лайк этому видео, поэтому сделайте это прямо сейчас, ну или чуть позже. Так наше видео YouTube покажет еще большему количеству людей. И, конечно же, не забывайте пользоваться VPN, если вы находитесь в России. Итак, врываемся в новости. Жители Курской области третьи сутки на своей шкуре могут почувствовать то, в чем украинцы живут третий год, благодаря их диктатору. Ночью в регионе несколько раз объявляли ракетную тревогу, якобы сбили 6 дронов и 5 ракет. Потеря контроля над частью территории РФ – катастрофа для российских властей, отмечают военные эксперты. С 1991 года это впервые, когда иностранные войска контролируют территорию России. Военная операция в Курской области стала неожиданностью для кремлевских властей. Путин только на второй день собрался в Без, где ему врали о том, что все под контролем и победа будет за ними. ЧС в области объявили только через 36 часов после начала боевых действий. Не могу в это поверить. Ребят, вывозите, выезжайте как можете. Говорят, сейчас вот я уже 2 людей мне написали, что получается заехать, выехать, забрать какие-то документы для людей, животных и так далее. Не бросайте животных тут. Точная информация о том, что происходит, официально нет ни от Украины, ни от России. Z-каналы утверждают, что ВСУ заняли окраины города Суджи. Институт изучения войны сообщает, что боевые действия охватывают уже около 350 квадратных километров. В плен к украинским военным могли попасть несколько десятков российских военнослужащих, в том числе срочники. Украинские войска уже могли продвинуться на 10 километров в Курскую область. Все войны, если мы смотрим, все войны и в нашем веке, в прошлом веке всегда были, и что если была возможность переносить войну на территорию врага, то всегда делалось. Украина пытается это делать всеми силами, какие у нее есть, во многом идет ва-банк, используя, рискуя, то есть она подвела там свои силы ПВО, известно, то есть она сбивает российские вертолеты довольно эффективно, так информация о сбитых самолетах, вертолеты подтверждено уже, есть фотосвидетельства. Это говорит о том, что они сильно рискуют, потому что если вы так близко к границе подводите свои силы ПВО, плюс используете большие группировки военные, речь идет не о ДРГ, не о каких-то российских добровольцах, типа там РДК и так далее, а о военных формированиях общевойсковых. Это говорит, что вы рискуете. Но сам факт того, что вы рискуете, да, это как бы говорит о том, что во многом делает ставка на, ну так вот, как бы, что второго шанса не будет, в каком-то смысле так. Вместе с тем, цель, в том числе, помимо переноса войны на территорию врага, это оттянуть вот эту группировку северо-российская, которая развивает наступление в Харьковской области. Вот. Сейчас России придется снимать откуда-то силы. Уже поступают сообщения, что перебрасывают туда резервы. В том числе, кстати, там уже информация была, что из Африки кого-то пытаются снять, перекинуть. Ну, этот африканский корпус российский, так называемый, и бывшие вагнеровцы. И, например, те части российские, которые сейчас ведут боевые действия под Волчанском, им придется их снимать оттуда. Вот. И тут, кстати, для украинцев открываются новые возможности, например, ударить в спину тех, кого они будут снимать, допустим, на направлении как раз Харьковском, там из-под Волчанска, и ударить, например, в том числе и в Белгородской области. Реакция ЕС и США на освобождение Курской области силами ВСУ спокойная и озабоченная. Многие пропагандисты распространили информацию о том, что США якобы намерены запросить разъяснение у Киева относительно событий в Курской области. На самом деле в Белом доме сказали немножко другое. Кремлевская пропаганда, как обычно, исказила заявлением. Таким образом, никто не говорил о запросе разъяснений у Киева. Цитировать заявление Белого дома в интерпретации кремлевских пропагандистов ужасно плохая идея.
Что касается конкретной операции, мы собираемся связаться с ними, чтобы узнать, какова их цель. Мы будем сосредоточены и продолжаем уделять внимание тому, чтобы у Украины было все необходимое для защиты от российской агрессии. Второе пришествие пропагандиста. Кремлевские зет-военкоры принялись горевать о смерти одного из самых крупных пропагандистов Евгения Поддубного. Сначала его вроде как убило дроном в Курской области, ну а потом оказалось, что только ранило. Коллегам потом пришлось откапывать товарища из информационной могилы. Как оказалось, следом за машиной пропагандиста ехала съемочная группа, и после попадания дрона они просто уехали в безопасное место, бросив Поддубного догорать в машине. Сейчас он якобы в московской больнице в стабильно тяжелом состоянии с ожогами. А какой сейчас план? План сейчас в реанимацию. Вот. Еще раз все перепроверим, кровь, анализы, все исследования, и потом примем решение сегодня. Понял. Миру мир, нет войне, русский народ не виноват, ну а Россия будет свободной. В берлинском Мауэр-парке прошла открытая встреча с политиком Ильей Яшиным. Репортаж показала настоящее время. Напомню, недавно Яшина освободили из российской колонии в ходе обмена заключенными. Некоторые уже считают его главным соперником Путина. Немало россиян, живущих в Германии, пришли его послушать и поддержать. Впрочем, украинцы, напротив, не оценили его речей. Мы должны поддерживать украинскую армию. Что сделала российская оппозиция за эти годы? Они хотят отменить санкции. Как это может помочь? Они представляют интересы России. Но эта война проходит кровавой линией и через другие страны. Она проходит через Россию, где людей сажают за антивоенные взгляды, где людей сажают за то, что они выступают за свободу, где людей убивают. Одной из первых жертв этой войны стал мой друг Борис Немцов. Также пресс-конференцию в Берлине провел еще один из освобожденных антипутинистов, правозащитник Олег Орлов. По его мнению, российская оппозиция в изгнании ничего толкового сделать не сможет. Сама оппозиция, находясь за рубежом, нет, конечно. Сама по себе она ничего добиться не может. А это можно только громадным комплексными действиями со всех сторон и еще при хорошем стечении обстоятельств. Именно поэтому я говорю, что помощь Украине – это важнейшая вещь для России. Если мы хотим думать о будущем России как демократического, свободного и не представляющего угрозу для окружающего мира государства, то для этого необходима помощь Украине. Тем временем директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что обмененные шпионы и убийцы, вернувшиеся в Россию после обмена, еще послужат родине, отдохнут и будут работать. Напомню, что в рамках самого большого со времен Холодной войны обмена РФ обменяла 15 человек на 10, среди которых были Артем и Анна Дульцевы, которые жили под вымышленными именами. А их дети не говорили по-русски и совсем не знали о своей национальности. Также среди обмененных был и бывший спецназовец ФСБ Вадим Красиков, осужденный в Германии за убийство. Мы встретили своих коллег, они на родной земле. Им нужно будет немножко отдохнуть и продолжить работу. Белорусский акционист Алексей Кузьмич объявил голодовку во французской тюрьме. На крайнюю меру он пошел за отказа апелляционной инстанции освободить его из-под депортационного ареста. Напомню, Кузьмича арестовали после попытки раскопать могилу Ван Гога и вернуть в мир настоящего художника. Согласно решению суда, Кузьмич должен покинуть Францию. Кузьмич получил известность благодаря антилукашенковским перформансам. Ван Гог! Артист! Артист! Друзья, мы врываемся в топы. По итогам июля наш канал Нехта Лайв вошел в топ-3 самых просматриваемых общественно-политических каналов в русскоязычном сегменте Ютуба, заняв при этом 3-е место. Просмотры подсчитал журналист Дмитрий Колезев.
Третье место. Нехта Лайв. 38 миллионов 790 тысяч просмотров, плюс одна строчка вверх в нашем рейтинге. Впервые этот белорусский канал забрался в нашем рейтинге на такую высоту, в топ-3. Самое популярное видео у них называется «Путин согласен на уступки. Переговоры Украины и РФ». 1,5 миллиона просмотров. Нас обошли такие серьезные конкуренты, как Дождь и Ходорковский Лайв с огромными бюджетами, тогда как наша небольшая команда живет именно благодаря вашей поддержке и показывает такие крутые результаты. Постоянных донаторов вы видите сейчас на экране, поэтому становитесь спонсорами, нажимайте на кнопку «Супер спасибо» под видео, все виды поддержки в ссылке в описании под роликом. Также призываю воспользоваться VPN. Российской власти очень неприятно альтернативное мнение, поэтому они делают все, чтобы блокировать работу YouTube. На этом у меня все. До новых встреч!